Ребята, всем огромный привет, с вами Аня, и я наконец-то снимаю для вас вопросы-ответы. Меня на этом канале около 2 недель не было из-за того, что мы были с Юрой в отпуске, поэтому вы можете подписаться на мой инстаграм, чтобы знать обо мне больше и видеть чуть больше жизни моей там. Я вас всех просила мне писать вопросы, которые вас всех интересуют. Я думаю в целом, что мало здесь на моем канале вообще людей, которые меня знают, раньше знали. И поэтому я думаю, что многие из этих фактов для вас будут в новинку. Ну что, поехали! Я взяла Юрин телефон, чтобы тут смотреть вопросики. Он мне будет сегодня помогать. Первый. Какие минусы видишь в Польше для себя объективно? В принципе, про минусы Польши я уже не раз писала об этом в своем инстаграм. Подписываемся, напоминаю. Я думаю, что сейчас самый главный минус — это цены на квартиры и на покупку, получается, и на аренду. В принципе, все это объяснимо тем, что сейчас в Польше больше мигрантов, белорусов, украинцев, поэтому цены выросли. Это как бы правило экономики. Спрос рождает предложение. Что еще из минусов? Надо подумать. Мне здесь не особо нравится система здравоохранения, но, конечно, к счастью, у меня есть страховка частная от Юриной фирмы, вот, поэтому мне, конечно же, не приходится ждать там по полгода записи к врачу, но мне все равно необходимо там ждать записи, там, не знаю, к лору или какому-нибудь гастроэнтерологу, ждать там месяц-два. Так, что еще из минусов? Честно, я думаю, что все, в принципе. Вот эти два минуса, цены, получается, и здравоохранение именно прям такое бесплатное. Вот, все. А так, в целом, мне здесь даже сейчас очень нравится. У меня, конечно, были разные периоды, так скажем, то мне нравилось очень, то все было плохо. Сейчас мне кажется, что я уже, в принципе, адаптировалась, не до конца, понятно, еще лет много нужно для вот этого всего, но в целом сейчас мне тут очень нравится. Сейчас это мой дом. Дом — это там, где есть я и Юра, вот, поэтому вот так. Второй вопрос. Как перестать бояться камеры? Ой. Я думаю, что тут самое главное — это просто снимать, просто делать. Я сейчас не скажу, что я прям не боюсь камеры, но я просто делаю. То есть у меня там есть страхи, там всякие, не знаю, ограничивающие убеждения и бла-бла-бла, все это просто решается действием. Чем ты больше раз делаешь одно и то же действие, тем оно у тебя лучше выходит, и тем менее страшно и более ясно. Поэтому нужно просто делать, и все будет хорошо. Расскажи про любимые заведения в Гданьске. Так, я немножко не поняла этого вопроса. Я в Гданьске не живу. Мы там были в прошлом году, кстати, на мой день рождения. Мы были в Гданьске. И мы там только были в одном месте, где были роллы. Это было в центре где-то. Я, честно говоря, вообще без понятия, что это было за место. Вот, и нам там не особо даже сервис как бы понравился, поэтому без понятия не скажу. Что касается Вроцлава, мне кажется, я тоже не особо знаю, у меня здесь нету особых прям таких мест любимых. Мы тут немного ходим по всяким заведениям, так скажем, поэтому я тут точно не подскажу. Что касается Вроцлава, то было очень вкусно в пирогарне на рынке. Мы там прям брали сет. Следующий вопрос. В какой стране хотела бы жить? Знаете,
Ой, это сложный очень вопрос. Я тоже об этом думаю часто, где жить дальше, что и как. Я не могу на этот вопрос прям конкретно ответить. Сейчас мы в Польше, и все. В Беларуси было бы, конечно, жить классно, при условии, что там все станет лучше, что там IT вернется в Беларусь. Но, честно говоря, есть ощущение, что это будет или очень поздно, или этого вообще не будет, к сожалению. Поэтому я думаю, что, конечно же, идеально было бы жить в Беларуси, но с инфраструктурой Польши, и чтобы там была, конечно же, работа для Юры, для меня. Это прям, я думаю, идеальный вариант. Но сейчас мы в Польше, нам тут нравится, и мы здесь сейчас живем, и еще пока остаемся в Польше, потому что нужно жить здесь и сейчас, а не думать, что там, я не знаю, что вот там лучше, где нас нет и так далее. Вот мы сейчас были, кстати, в отпуске на Мадейре, было прям очень круто, там, конечно, виды шикарные, горы, океан, хайкинг, все прям вау, классно, там все на чиле, спокойные, но все так идеально кажется, но на самом деле жить я там не хотела бы. И сейчас я думаю, что для нас самое прям такое хорошее место для жизни — это Польша, где мы и есть. Чего я не хотела бы жить на Мадейре, потому что она, скажем так, отдалена от материка. Это не очень классно. Я на самом деле боюсь самолетов, поэтому я бы не хотела бы очень много раз еще на них летать, поэтому, не подходит мне это, и потому что там в целом ощущается, что там, конечно же, более богатая природа, но там все хуже в плане инфраструктуры, медцентров и вот такого всего, поэтому да. Так, далее. Какой город Польши нравится больше всего? Мы были в городах Польши, в таких как Варшава, Вроцлав, Гданьск, Гдыня, Сопот. Познань мы там просто чуть заезжали, Катовице тоже там были проездом. Наверное, все. Я думаю... Лодзь, конечно же, Лодзь. Как я могла забыть Лодзь? Самый классный город Польши. Самый классный город. Ну, на самом деле мы были во всех этих городах мало, кроме Вроцлава. И поскольку мы планируем уезжать из Вроцлава, то сейчас я думаю, что самый, классный город по всем показателям — это, конечно же, Варшава. Вроцлав, конечно, очень красивый город, и Гданьск, и Гдыня, но все же, тут же что спрашивают, какой город нравится больше всего? Я думаю, что Варшава, но мы там еще не жили, поэтому, конечно, сложно прям так говорить, что мне прям там нравится больше всего. Мы там были просто как туристы, поэтому мы там гуляли там по центру там и все вот это, и да. Поэтому посмотрим дальше. Но сейчас я думаю, что Варшава. Сколько братьев и сестер есть домашнее животное? Так, у меня есть одна родная сестра, Катя, ей сейчас 18 лет, она сейчас в Бресте, и сейчас она уже окончила первый курс университета, представляете? Я прям, кстати, до сих пор не понимаю, думаю, что она уже взрослая из-за того, что еще я ее постоянно называю малая. Вот, моя малая, и я вот так думаю, она уже совсем не малая, ей уже 18 лет. Вот, конечно, идет время. Братьев у меня нету,
Домашние животные, да, у нас есть в Бресте Шерри кошечка, ей сейчас, наверное, уже лет 8, да, ей сейчас 8 лет, она британская, она британская короткошерстная, или как-то, вот, да. А сейчас вот здесь у нас нету животного, но мы, конечно, хотим, но мы думаем уже потом, как, может быть, будем жить в Варшаве или еще где-то, не знаю. Расскажи, где училась или работала. Так, в общем, я училась изначально, ну, в школе обычной, и потом я поступила в университет на экономиста-логиста, да. Я изучала логистику в университете, но мне что-то, она, честно говоря, не особо как-то пошла. Там просто очень много стресса в этой специальности, поэтому, да, я жизнь, конечно, с ней не связала. В общем, я 2 года была на платном обучении, потом за мою хорошую учебу и за все вот это меня перевели на бесплатные 2 года, и, соответственно, мне было необходимо отработать еще потом 2 года. И получается, в конце последнего курса я устроилась в компанию экономистом, и там я, в принципе, все это время отработала. Я там делала всякие отчеты, анализ данных и все, короче, в этом духе. Вот, поэтому я не пошла по логистике, а была экономистом. И при переезде в Польшу я уволилась. Да, и сейчас я еще пока не работаю, но у меня есть планы, кем быть и что делать дальше, но это уже чуть позже. Было бы классно видеть побольше историй, например, каких обзоров заведений, распаковок. Да, это, конечно, все классно, я тоже не против, но я просто мало куда хожу в заведение, поэтому это бывает не так часто, это вообще бывает редко. Распаковки, да, тоже, конечно, классно. Как буду что-то заказывать, буду, конечно же, снимать, но это тоже бывает не часто. Вот, у меня сейчас все есть, в принципе. Ты очень красивая, у тебя круто получается вести блог успехов. Большое спасибо. Так, расскажи про знакомство с мужем. О, это самая часть интересная. Я думаю, что нам нужно Юру сюда пригласить, чтобы он об этом рассказал. И да, так, конечно, будет лучше. У него лучше получается эту историю обычно рассказать, поэтому ждем Юрку. А вот и Юра. Ну что, Юрка, рассказывай. Когда мы учились в университете, я встречался с девушкой, и это была осень. Я хотел отпраздновать Новый год с ней вместе, арендовать квартиру. Поскольку я был бедный студент на то время, а квартиру арендовать стоило $100 на новогоднюю ночь, это было для меня очень много. Я придумал гениальную идею пригласить еще своих друзей и разделить бюджет. И чтобы моим друзьям тоже было не скучно, я попросил свою девушку пригласить ее подруг, чтобы мы были все все вместе, весело встречали Новый год. И для этого мы создали беседу ВКонтакте, в которую я добавил своих друзей, а моя девушка добавила своих подруг, в том числе и Аню. И так мы заочно с ней познакомились. Спустя пару недель, еще до Нового года, я успел расстаться с этой девушкой, и Новый год мы уже встречались с парнями одни. Ну, потом нам повезло, и мы уже в саму новогоднюю ночь познакомились с другими девушками, но это другая история. Так вот, если это можно сказать, это было первое наше знакомство, да, с Аней, заочное. Потом я узнал, что она снимает ролики на YouTube, и я был ее фанатом, смотрел постоянно. Но при этом я не писал Ане и даже не добавлял ее в друзья ВКонтакте. Однако в тот год, в который
я собирался встретить Новый год с большой компанией, это был 2017. Я решил поздравить ее с 8 марта и вместе с тем поздравить еще других девушек, которые мне тоже были симпатичны. И все девушки ответили как-то односложно, обычно. Например, ответили спасибо, спасибо большое, спасибо со скобочкой, спасибо со смайликом. И только Аня ответила развернуто, что-то в разряде «Вау, ты про меня помнишь, так приятно, спасибо большое, красивое поздравление». В общем, она ответила даже больше, чем я поздравил ее. И это меня сразу же зацепило и запомнилось. И после этого я стал поздравлять Аню с 8 марта в 2018 году, а также ее поздравил в 2019 году. И вот уже в 2019 я на тот момент закончил университет, уже работал, у меня была машина, и мы решили поехать с друзьями на шашлыки. И вот в марте я ее поздравил снова с 8 марта, она снова красиво мне ответила. Потом, но я ее пригласил на шашлыки в тот день, а она отказалась, сказала, что у нее другие дела. Потом было прохладно, мы на шашлыки не ездили, а затем в конце марта снова потеплело, я снова ее позвал в пятницу. Она снова мне отказала, сказала, что снова занята. И я поехал на шашлыки только с друзьями. И затем на той же неделе, через день, в воскресенье, мы снова решили поехать на шашлыки. И я снова ее позвал, и уже наконец-то на 3-й раз она согласилась. И мы поехали с ней на шашлыки и с моими друзьями, и там уже мы с ней стали общаться. Затем на следующей неделе я пригласил ее снова погулять, и с того дня мы решили, что мы начали встречаться. Вот такая краткая история нашего знакомства. Краткая, да. Это еще история краткая. Она еще на самом деле более длинная, разветвленная. Ну да, Да. демо-версия. Ну, как-то вот так. Потом у тебя все будут писать, а какая же полная история. Ой, ну нет, да. Ну да, увидишь. Ну всё. Все. Ты свободен, Добби. Добби свободен. Добби, Хозяин дал Добби носок. что? Я ничего. Хозяин подарил Добби одежду. И теперь Добби свободен. Когда планируешь детей? Для начала хотелось бы сказать, что, в принципе, я думаю, спрашивать подобные вопросы — это не очень, что ли, правильно, не очень хорошо, потому что вы вообще не знаете, что со здоровьем, там, не знаю, допустим, у тех людей, у которых вы это спрашиваете, что у них сейчас в жизни, и там, ну, и я думаю, что это на самом деле лично, но я думаю, что в ближайшие лет 5 точно, но мы там уже глянем, как выйдет, как Бог даст, что ли. Так, у меня еще спросили на ютубе, не планируете ли вы переезжать в другой город? Планируем где-то через полгода в Варшаву при хороших условиях. При условии, что у нас уже будет ВНЖ, но, конечно же, мы сейчас во Вроцлаве, тут все это сложно, вообще непонятно, поэтому я без понятия, что будет, и я даже не уверена, что именно мы куда-то вообще переедем, и именно в Варшаву, поэтому, да, мы хотели бы, а там уже как получится, тоже пока непонятно. Так, теперь вопросы с Инстаграма. Самый любимый праздник. Я думаю, что для меня самый праздник любимый — это, наверное... Ой, на самом деле даже сложно ответить. Раньше это всегда был Новый год, но сейчас я думаю, что, может быть, это будет Рождество или день рождения. К слову, у меня скоро. Вот, не знаю даже. Я сейчас так думаю, что прям в голову ничего такого особо не приходит. Хотя, не знаю, даже день рождения в
в целом. Грустненько бывает, что ты уже на год становишься старше. К слову, мне сейчас 24, и у меня через 1 неделю день рождения, мне будет 25 лет уже. В общем, самый любимый праздник, я думаю, что, скорее всего, я отвечу Новый год, Рождество, что-то вот этого. Так, где найти мужа-программиста? Саша, конечно, как всегда. Ой, мужа-программиста. Ну, я вот отыскала, не знаю, он меня сам отыскал в универе, поэтому... Вот, кстати, да, думаю, девочки, ищите своих вторых половинок в универе, где-нибудь на кафедре каких-нибудь технологий информационных и что-то в этом духе. Не знаю. Но там 100% люди, не знаю, не глупые и молодые и перспективные. Как ты представляешь свой идеальный день? Я думаю, что мой самый день идеальный был сейчас вот на Мадейре, получается, в отпуске. Мы там вставали утром, мы там кушали там в всяких кафе, но не всегда. И дома еще кушали, мы гуляли, мы хайкали в горы, мы на пляже были, там был океан с видом просто шикарнейшим, горы тоже, вау, просто. И вечером мы просто сидели дома, там на веранде своей, террасе, пили сангрию, обсуждали что-то, общались, вот, обсуждали планы на следующий день. А еще, кстати, был один день классный, вечер особенно. Мы поехали встречать закат просто на океане. Вот это, конечно, вау. Вот это было реально круто. Вот, опять же, мы взяли сангрию, взяли пиццу, и вот это было прям классно. Поэтому мой идеальный день — это что-то типа вот в отпуске, в горы хайкать, отдыхать потом на своей веранде, или вот закат встретить, или рассвет, кстати, у нас тоже было, там тоже был, конечно, шикарнейший вид, пляжик был такой пустой, вообще не было вообще людей, и это было так классно, волшебно, что ли. Да, поэтому это однозначно день где-нибудь в каком-нибудь отдыхе на море, на океане. Было бы интересно узнать, кем раньше работала. Так, это, в принципе, я уже говорила, что я раньше работала экономистом. Так, предварительно послушай песню Дарья Завьялов «Эльдорадо». Вопрос. Польские песни все еще не цепляют? Да, кстати, я мало прям слышала прям классных песен польских, но я просто на самом деле не задавалась этим вопросом, особо ничего такого не искала. Да, конечно же, мне сейчас ближе русские песни на русском, просто из-за того, что я их постоянно слушала раньше, там, в школе, в университете, у меня есть с ними разные какие-то воспоминания приятные, да, поэтому, ну и ты, в принципе, текст вообще идеально понимаешь его смысл, да, конечно, это круто. Так, поэтому, конечно, с польским, с английским и со всеми другими языками в этом плане сложнее просто, да, из-за языкового барьера. Так, сейчас мы послушаем эту песню. Очень даже неплохое начало. Прям интересно дальше. В общем, очень классная песня. Мне прям понравилось, реально. Я сейчас еще текст глянула, и прям текст реально тоже очень классный, и тоже мне сильно очень отзывается. Про наш дом, что нас постоянно манит домой. Да, это точно. Мне, конечно, это тоже очень близко. Все хотят в Эльдорадо, а в тебе, Варшава, находится мой дом. Ах да, Бостон.
Колорадо, хотят в Эльдорадо, а в тебе Варшава находится мой дом. Да. Очень классная песня, классно. Спасибо. Спасибо за песню, прям реально классненькая. Поэтому, если у вас есть еще песни на польском очень классно, пишите мне их обязательно в комментариях. Мне будет очень, кстати, интересно послушать. А еще хотелось бы вам сказать, что мы были, получается, в отпуске. Я Юра, был его друг Степа Юрин и была его девушка Вероника. И, кстати, она тоже включала очень классную песню. Твой скура пахнет як остатние дни вакации. Так, как ее найти? А как ее найти? Я даже не знаю. Твоя скоро. Тоже такая очень классная песня, поэтому, если кто-то не слышал, можете тоже послушать. Опа. Классная песня. Тоже, кстати, такая ничешная. Рэпчик типа. Сейчас будет самый классный припев. Ну все, в принципе, ребята, я вам уже ответила на все вопросы. Мне было очень приятно сегодня с вами пообщаться и про себя немножко больше, конечно же, рассказать. Если у вас еще остались какие-то вопросики мне, то обязательно их пишите еще в комментариях. Я, конечно же, постараюсь на них всех ответить, поэтому всем большое спасибо за просмотр, я вас всех люблю. Все, пока-пока. С вами была Аня.